Готический триллер, запутанный детектив, фэнтези-мюзикл и черная комедия в сегодняшнем выпуске. Привет, друзья! Вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 4 популярных оригинальных фильма Netflix, вышедших в этом году. Располагайтесь поудобнее, согревайтесь вкусным чаем и приятного просмотра! «Достать ножи. Стеклянная луковица» – продолжение увлекательного детективного фильма «Достать ножи», который классически начинается со знакомства с персонажами через приглашение на игру расследования убийства. Действие происходит на отдаленном греческом острове, где технический миллиардер Майлз Брон организует вечеринку для своих друзей. Однако после того, как один из гостей умирает, все остальные становятся подозреваемыми. И, кстати, оказавшийся на острове мастер сыска Бенуа Блан может помочь раскрыть тайну убийства. Сюжет фильма полон поворотов, простых загадок и смеха, и Бенуа Блану придется мыслить нестандартно, потому что ответ на тайну может скрываться у всех на виду. События второго фильма развиваются медленнее, и первая половина служит только для знакомства с героями. Но вот середина фильма, когда Джонсон начинает расставлять фигуры персонажей по своим местам в истории, захватывает. Второй фильм сильно отличается от первого, если хочется сполна насладиться историей, то лучше забыть о первой части вовсе и воспринимать «Стеклянную луковицу» как самостоятельное произведение. Просто позвольте тайне развиваться самой, слой за слоем. «Всевидящее око» – готический фильм-мистерий, основанный на романе Луи Боярда, сценарий и режиссура которого принадлежат Скотту Куперу. Фильм переносит зрителей в Америку времен Гражданской войны. Детектив Лендер прибывает в престижную военную академию Вест-Пойнт для расследования смерти курсанта, у которого было удалено сердце. Поскольку самоубийство исключено, высшее командование должно тихо расследовать эту страшную угрозу. Своими вопросами и расспросами Гас привлекает молодого курсанта, жаждущего помочь. Эдгар Аллан По, никогда не расстающийся с выпивкой своими томами стихов, становится добровольным помощником детектива. Гас Лендер и Эдгар Аллан По, работая вместе, сталкиваются с непознаваемым злом, которое ускользает от их величайших усилий по раскрытию преступления. Фильм способен заинтересовать зрителей благодаря своему ансамблю прекрасных актеров, а работа композитора Говарда Шора придает ему особое звучание. Фильм также отличается отсутствием хромакейного безумия и фальшивых декораций, что является одной из причин, почему эта мрачная история так захватывает. «Матильда» – фэнтези-мюзикл о невероятном ребенке с экстрасенсорными способностями, который борется со своими проблемами в начальной школе Кранчем-Холл, руководимой жесткой мисс Транчбулл. Матильда начинает использовать свои способности, чтобы отомстить всем, кто плохо с ней обращался, но, найдя родственную душу в лице доброй мисс Хани, Матильда встает на путь исправления не только своих собственных ошибок, но и всех тех, кого она видит вокруг. Фильм является адаптацией мюзикла «Матильда» с музыкой и словами Тима Минчина и основан на классической книге Роальда Даля. Песни в фильме исполнены блестяще, а постановка и кинематограф выглядят потрясающе, что и говорить, мюзиклы у Netflix действительно удаются на славу. Кастинг у проекта тоже на высшем уровне, но отдельно стоит отметить Эмму Томпсон, она потрясающе играет роль директрисы. Фильм рассчитан на все возрастные группы и может понравиться всей семье. Увлекательный, веселый, а местами история еще и очень трогательная. «Белый шум» — это киноадаптация романа Дона Делило, снятый известным режиссером Ноа Баумбахом, который стоит и за сценарием картины. Фильм рассказывает историю профессора Джека Глэдни, его саркастичной жены Бабетты и их детей, которые сталкиваются с апокалиптическим событием – выбросом токсичного химиката. Семья должна спастись от массовой истерии, которая вызывается этим событием. В своем стремлении выжить и убраться подальше от опасности, они сталкиваются с хаосом смерти и разрушений, но труднее всего окажется справиться с обыденными вещами. Высвечивая острую критику потребительства и науки Америки 80-х годов, «Белый шум» является апокалиптической черной комедией, которую легко можно описать как неординарную и мрачную. Фильм является сатирой на американскую среднестатистическую семью, решающую обыденные проблемы смерти, жизни и любви. У картины блестящий состав прекрасных актеров, а вот сюжет закручен до предела. Диалоги слишком стилизованы и общая атмосфера увлекает, но отталкивает. «Белый шум» — это пока что один из самых странных фильмов, выпущенных Netflix в этом году. Это фильм, который наверняка разделит зрителей, и именно потому у него огромное количество часов просмотра и диаметрально противоположные отзывы. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока.